Добрый день, дорогие близнецы! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на осень 2024 года. Да, дорогие, знаю, что заждались. Присаживайтесь поудобнее. Будем планировать октябрь, ноябрь и декабрь 2024 года. Ребят, вскоре скажу, что коридор затмений, который случился с нами всеми в сентябре, это лишь маленькая репетиция того коридора затмения, который случится с нами в марте 2025 года. Да, с 14 по 29 марта 2025 года с нами будет коридор затмений, и очень много событий случится после, будет очень эмоциональный период, поэтому я скажу так, что эмоции этого коридора затмений даны нам для того, чтобы мы закалили свой характер, начали нарабатывать силу духа, эмоциональную составляющую в том числе. Поэтому, дорогие, все те моменты, которые не получилось завершить, закончить, довести до конца в этот коридор затмений, у нас есть целая осень. Присаживайтесь поудобнее, не будем ее планировать. Да, после коридора затмений первая половина октября достаточно такая эмоциональная. У нас с вами из ближайших событий это 17 октября полнолуние овновское, эмоциональное, агрессивное, активное. Что еще можно пожелать от овновского полнолуния? Здесь, ребят, скажу лишь, как это повлияет на близнецов разных декад. Кстати, близнецы первой декады – это те, кто родился в мае. Близнецы второй декады, кто родился с 1 по 10 июня. И близнецы третьей декады, кто родился с 11 июня и до знака зодиака Рак. Вот такая градация, ребята. Поехали. Да, овновское полнолуние, или полнолуние в Овне, можно называть его так, случится 17 октября. Активно повлияет на как раз-таки близнецов третьей декады. Ребята, у вас сейчас как раз-таки развернулся Юпитер, идет по третьей декаде близнецов в вашем знаке. И здесь, конечно же, такое ощущение, что хочется сделать много, хочется себя как-то проявить, закрепить и в обществе, составить большие гигантские планы. Прекрасный, кстати, момент для этого. Эта осень хороша для вас, именно близнецы третьей декады, для того, чтобы вы как раз-таки наметили план на будущее. Но здесь скажу, что есть такой достаточно отягощающий аспект – это Нептун. Нептун делает квадратуру, в том числе к близнецам третьей декады, и здесь есть желание того, что можно залениться, уйти в какие-то депрессивные состояния, начать себя жалеть, начать думать, что вот зачем мне вот это сейчас нужно, такое ощущение, будто бы лень, да. На самом деле очень много здесь и активности, и позитивности, и удачи, про которую меня так часто спрашивают, в том числе близнецы, потому что Юпитер – это планета, которая ассоциируется с удачей, поездками, социальный статус, с учебой, которая дается как раз-таки для того, чтобы заработать больше денег, повысить свой уровень благосостояния. Как раз-таки в это полнолуние овновское здесь прекрасный такой момент для близнецов третьей декады. Близнецы второй декады, ребята, в это полнолуние, не скажу, что на вас оно отыграется плохо, нет, у нас просто еще момент на небе, еще месяц у нас будет идти ретроградный Сатурн, и он как раз-таки делает квадратуру к близнецам второй декады, и это момент того, что не всегда хочется трудиться и делать то, что не нравится. То есть это когда случаются обстоятельства, связанные как раз-таки с работой, с карьерой, с социальным статусом. Сатурн – социальная планета. Плюсом еще Сатурн отвечает за финансы, за долги. То есть если у вас в этих сферах нет порядка в прямом смысле, то есть вам вроде как вы работаете, вроде как все отлично, вроде как пойдет, но хочется большего. Вы понимаете, словно вы не на своем месте, или же вы понимаете, что вы явно не на своем месте, но при этом делать что-то не очень-то хочется. И вот этот последний месяц ретроградного Сатурна,
он будет таким, я бы сказала, сложноватым. И с этого полнолуния у близнецов будет такая немножко апатия, состояние заставляет что-то делать, надо что-то двигать, менять. Может быть просадка такая про финансы, да. Это не говорит, ребята, о том, что если в финансах пошел минус, то вот прям вот все очень плохо. Нет, это говорит о том, что нужно наоборот ускоряться и зарабатывать больше, искать новые источники дохода. Это близнецы второй декады, и здесь как раз-таки это полнолуние, октябрьское, 17 октября, заставит задуматься как минимум, да, и здесь было бы хорошо как раз-таки подумать о своих страхах, близнецы второй декады, потому что Лили делает прекрасный трин в вашу близнецовскую декаду, поэтому все вопросики, раскопки страхов, переживаний, волнений, почему вы не идете в развитие, оно на самом-то деле будет вам на пользу. Поэтому покопайтесь в своих переживаниях, это всего лишь переживания. Да, естественно, у каждого из нас свои страхи, они 100% имеют место быть. Здесь нет ничего смешного. Страхи — это те моменты, которые мы не даем себе пережить, да, то есть мы не можем их пережить, потому что с ними связаны очень эмоциональные события из нашего прошлого. Поэтому здесь вот такая история. Понимаете, что этот момент пора пережить, пора отпустить и пойти вперед в пользу своего будущего, в пользу своего развития. Этот момент не вечный, вот такое сложное состояние, когда вроде и делать надо, и страшно. Через месяц пройдет, но вот в это полнолуние будет как раз-таки такой достаточно эмоциональный период. Постарайтесь провести его продуктивно, понимать, что это всего лишь задачи жизни, их нужно решить, и этот момент закончится, потому что у Сатурна специфика именно вот его аспектов, это когда на уходящем аспекте, на завершающем цикле максимально эмоциональное вот такое состояние, потому что уже есть накопленная усталость. Вот такая история, это все пройдет и это, и уже в середине ноября вы почувствуете совершенно другие эмоции близнецы второй декады. Близнецы первой декады, скажу так, что в это полнолуние вы в принципе будете еще, у вас запустилось с коридором затмений сентябрьским вопросики, которые подкидывает вам жизнь, связанные с кармическими задачами, как вы умеете их решать. При этом я не скажу, что это какие-то очень сложные и тяжелые кармические задачи вам будут подкидываться, да, то есть ситуации будут достаточно плюсовыми, не такие напряженные, именно связанные с вашим солнцем. Поэтому если вы живете по солнцу, дорогие близнецы, это очень даже классный момент, потому что у вас есть силы, эмоции для того, чтобы пережить трудности этого периода. Они будут даны вам для того, чтобы урегулировать конфликты, начать коммуницировать, для того, чтобы стать максимально своим знаком зодиака. Поэтому меня очень часто спрашивают, ваши гороскопы смотреть по Солнцу, по Луне или по асценденту? Я говорю, ребята, нужно смотреть только по Солнцу, потому что когда мы живем по Солнцу, у нас есть силы для того, чтобы бороться с трудностями, для того, чтобы переживать какие-то сложные эмоции. Жизнь по асценденту — это когда мы живем для других. То есть мы для других хотим казаться, но мы такими не являемся. Но и влияние по асценденту — это влияние на брачные и партнерские отношения. Жизнь по Луне — это жизнь как день сурка, каждодневная рутинная история, когда мы в какой-то момент понимаем, что мы несчастны. Это наши базовые потребности: поел, поспал, чего-то там походил, какие-то дела сделал, с кем-то в социальных сетях позависал. И все. И так каждый день ничего нового. Да? Поэтому живите по Солнцу, будьте счастливы, будьте классными близнецами. Это говорю к близнецам любой декады. Конечно, близнецы, которые первой декады, больше оттеняют тельцов, такие более продуктивные, планомерные, более стабильные. Близнецы второй декады — это такие более движниковые, воздушные, активные близнецы, которым сложно сконцентрироваться, сложно пойти в
обучение, в учебу. То есть хочется постоянно где-то быть, проветриться. Близнецы третьей декады – это, конечно, близнецы, которые уже больше нацелены на семью, уже так фонят раками, уже вот такая более семейственность есть, да, но у каждых близнецов есть свои нюансы. Здесь, ребят, понимаете, что поэтому, собственно, я и рассказываю по декадам, потому что на разных близнецов, разных декад по-разному влияют все эти события. И да, ребят, у нас, естественно, следом после октябрьского полнолуния на небе включаются такие достаточно сложные аспекты. Не просто так этот гороскоп «Осень силы», для того, чтобы мы выработали с вами силу воли, силу духа, для того, чтобы бороться с определенными трудностями. И да, с 20 октября и по конца месяца у нас Солнце в квадратуре с Плутоном и Венера в квадратуре с Сатурном. О чем эти моменты? Как они проиграются именно на близнецах, какую силу дадут, ребят, рассказываю. Солнце в квадрате с Плутоном. Аспект мощный, аспект сложный, будет влиять на близнецов первой декады, то есть будет история движения, активности, мощи, напористости. Да? Напоминаю, что у нас еще Плутон находится последний раз в наших с вами жизнях и памяти в Козероге, и буквально 20 ноября он выйдет из Козерога и уже войдет в Водолей на ближайшие 20 лет. Поэтому здесь активно почувствуют эту эмоцию, эту энергию именно близнецы первой декады, кто родился на стыке с Тельцами. Да? Поэтому, ребят, сейчас пока еще этой бурной эмоции, энергии нет. Вообще Плутон — это планета, которая работает с коллективными большими деньгами, группами. Это силовые структуры, это внутреннее состояние. То есть если вы не работаете где-то в таком большом коллективе, это внутреннее состояние добиваться, достигать целей, строить бизнес, реализовывать свои пробивные качества. Поэтому у близнецов, я скажу так, первая декада, вот остается еще вот месяц такой небольшого затишья, и потом начнутся просто активные, мощные движения. Поэтому здесь постарайтесь эти эмоции, близнецы первой декады, прям-таки научиться с ними работать, с этой энергией, особенно если у вас Плутон, вы с ним не работаете, Плутон в вашей натальной карте, и вы с ним не научились работать, взаимодействовать, не понимаете силу и мощь этой планеты, потому что для близнецов Плутон — это вообще на других берегах, это очень эмоциональная, сильная, нестабильная планета, хотя Плутон — это очень стабильная и мощная планета, которая любит вот так все держать в тисках, контролировать, но при этом есть за что. Поэтому, близнецы первой декады, если вы планируете большой мощный бизнес, для вас это наступает очень хорошее время, которое, кстати, продлится в 2025 году и далее. Кто, кстати, не смотрел гороскоп на 2025 год, ребят, в конце этого видео обязательно прикреплю. Посмотрите, спланируйте свой будущий год для того, чтобы понимать, что же ждет, какие движения, какое настроение и как не попасть в просак. Так вот, близнецы первой декады очень классно и четко почувствуют этот момент. Вторая половина октября в том числе начнет уже фонить, потому что Плутон развернулся, и он уже не ретроградный, он уже директный, движется уже в сторону Водолея. Близнецы второй декады, на вас скорее будет влиять аспект Венера в квадратуре с Сатурном. И здесь история, конечно же, лучше не тратить деньги по прихоти, потому что скажу так, что после этого момента уже ближе к ноябрьскому новолунию начнет схлапываться как раз-таки оппозиция Венера-Юпитер, которая вот стоит, я бы так сказала, на квадратурах Сатурна. И здесь момент того, что захочется тратить по прихоти, потому что Венера сейчас в Стрельце, то есть на бренды, на то, чтобы вот как-то себя красиво показать, на то, что себя как-то вот преподнести, да, чтобы как-то выделиться. И здесь момент того, что я бы аккуратнее относилась к финансам, я знаю, хочется
хочется тратить, потому что эти аспекты способствуют тому, чтобы тратить. Но здесь полезными для близнецов второй декады будет история, связанная с именно вложением в что-то надежное, стабильное, долговечное, либо как раз-таки сохранять финансы, не тратить, потому что следом у нас после этого двухнедельного октябрьского периода у нас ноябрь, сразу ноябрьское новолуние в Скорпионе, и аспект Венера-Юпитер — это 100%, когда очень сильно много хочется вот прям взять сейчас все потратить, получится на самом деле быстро потратить, еще и Юпитер ретроградный. Но когда закончатся эти транзиты, придет ощущение того, что зачем я это сделала. Поэтому близнецы второй декады, вторую половину октября, будьте аккуратнее в тратах. Близнецы третьей декады, здесь история, конечно же, того, что Юпитер проверяет гордыней, проверяет, насколько, я бы так сказала, миролюбивы ваши смыслы. При этом, если вы работаете, если вы идете в будущее, в развитие с таким глобальным масштабом, с таким позитивным началом, тогда Юпитер, конечно же, дает вам силу, мощь и задор. Очень часто бывает на этом аспекте еще и лень. Поэтому, дорогие, классный аспект не лениться делать, но захочется полениться, захочется сказать: я устал, я ухожу, как-то вот мне все это надоело, как-то вот я не хочу больше вот так вот брать и напрягаться. Прекрасное время для работы, ребят, прекрасное время для поездок, в том числе для того, чтобы с мудростью потратить это время. Близнецы третьей декады, поэтому здесь, конечно же, я все-таки посоветовала бы грамотно распорядиться этим временем, этой осенью. Поэтому идем дальше, мои дорогие. И у нас 1 ноября новолуние в Скорпионе. Естественно, здесь момент того, что хочется расслабиться, хочется сказать, что как-то вот мне вот усталость, да, как-то вот мне хочется ничего особо не делать, но у нас к этому моменту уже из конца октября, скажу, да, с 28 октября по 9 ноября складываются два таких очень мощных аспекта на полнолуние, я бы это так сказала, да. Это Марс в точной оппозиции с Плутоном, и это основной ключевой момент, я бы так сказала, этой осени, и Венера в оппозиции с Юпитером, про который говорила, уже почти точные оппозиции. При этом точно так же один из, можно сказать, аспектов, которые близнецам в принципе понятен, но это Меркурий в оппозиции с Ураном. Аспекты, которые очень сильно влияют, два из них точные, один из них еще немножко нас догонит. Про что все три эти аспекта и почему они именно в ноябре? Скажу так, что Меркурий, Уран — это аспект двух умных планет. Уран — это планета свободы, Уран — это планета нового, креативного проявления, когда хочется начать с чистого листа. Если применять этот аспект в знания, будет очень классно. И если применять этот аспект в личной жизни, получится так себе, да. Но здесь все-таки я скажу, что больше про работу, про деньги, особенно если Уран у вас находится в денежных домах, внедряйте. В денежных финансовых домах это 2, 6 и 10. Если же у вас Уран находится в 8 и в 12 доме, а также в 1, однозначно применяйте все новое, креативное в этот период, занимайтесь какими-то новыми делами, новыми проектами для того, чтобы эту энергию активности, когда все идет, я бы так сказала, не по плану, потому что Уран — это планета, которая не любит действовать по плану, она любит работать хаотично, создавать максимальную движуху, быстро, резко, создались события, аврал на работе, ощущение того, что мы все не успеваем, либо это ссоры, ругань, потому что Меркурий в оппозиции с Ураном. Это коммуникация, это передвижение,
Здесь история того, что необходимо как раз-таки вот направить в продуктивное русло ту самую энергию, которая давно застоялась и вам давно хотелось. Это говорю сейчас всем близнецам всех декад. Проявляйтесь, потому что как раз-таки, потому что Уран бьет ваш единственный управитель, и будет такое ощущение, что как будто обстоятельства выталкивают и заставляют заниматься чем-то новым, необычным, непонятным, странным. От этого может появиться паника. Еще раз повторюсь, аврал на работе, как будто все идет не по плану. Оно специально для того сделано. Ребят, небольшая подготовка. Все близнецы, потому что в следующем году, 7.07, то есть 7 июля 2025 года, Уран поменяет знак и из Тельца выйдет в Близнецы. То есть на ближайшие 7-8 лет как раз-таки Уран будет в знаке зодиака Близнецы. И здесь, конечно же, ребят, скажу, что это, если вы умеете работать с этой планетой, то здесь множество активности, креатива, движения, нацеленных на будущее, на работу, на том, как бы себя преподнести в обществе, в новом и в целом, в принципе, да, множество возможностей. Если же вы боитесь этого движения, этой скорости, как-то экстраординарно проявляться по-новому, проявляться с помощью интеллекта, вот здесь будет сложно. Сложно будет отпустить старое. От этого и будет сложен прохождение этого периода. Но я вам советую постараться не держаться так сильно за старое, особенно если вы понимаете, что уже это не несет вам ничего нового в своей социальной реализации. Потому что Уран — это планета, которая отвечает за будущее, за коллективное будущее и индивидуально каждое будущее человека. Поэтому, ребят, здесь вот такой момент, который, я бы так сказала, в новолуние 1 ноября заставит немножко об этом задуматься. Это такой момент, я бы так сказала, основательных мыслей. Идем дальше. Марс в точной оппозиции с Плутоном. Марс последние градусы Рака, Плутон последние градусы Козерога. Основной ключевой аспект этой осени очень классно, мощно и сильно поможет как раз-таки близнецам первой декады. Ребята, действуйте активно, еще раз повторюсь, начинайте делать все, что можно, и все, что давно откладывали. По чуть-чуть, для того, чтобы потом не случилось очень много и сразу. На близнецов второй декады скажу, что повлияет очень сильно аспект, который продолжает свое влияние. Это Венера в оппозиции с Юпитером и в квадратурах с Сатурном. Эта история однозначно ваша. Здесь постарайтесь максимально продуктивно, плодотворно выстроить свой план в работе. Если вы понимаете, что необходимо сделать больше, да, если вы понимаете, что засиделись в проблемах, постарайтесь максимально их закрыть в этом ноябре. Вот такой будет у нас новый лунный цикл. Близнецы третьей декады. Ребята, повторюсь, что Юпитер все-таки дает ощущение позитивности, что все получится, что все сложится. И действуйте активное, хорошее время для поездок, передвижений, обучения, особенно если давно запланировали, давно хотелось. Не очень хорошее время для вас для трат, не очень хорошее время, чтобы депрессовать, сидеть, плакать, жалеть себя. Но, как говорится, если эмоции подкипают, то, конечно же, их необходимо выплеснуть, но на самом-то деле это хороший момент, в том числе, чтобы подключить максимальное воображение, креатив, творчество, деятельность в своей работе, в своей жизни. Не уходите в иллюзии, не одевайте розовые очки, не заводите романы, в которых вы потом можете пожалеть, потерять свои стабильные отношения. Это я говорю близнецам третьей декады. Да, ребят, здесь Нептун очень сильно проверяет квадратурой, поэтому имейте честолюбие, имейте честность признаться себе, что если вам чего-то хочется такого, то будьте, пожалуйста, честны со своим партнером
И не убегайте, не прячьте свои проблемы, вопросики, о которых вы боитесь поговорить с партнером. Честно поговорить с ним для того, чтобы скомпенсировать вот эту негативную энергию Нептуна. Ребят, только так. Все иллюзии разбиваются только честностью, планомерностью. Но порой бывает страшно себе признаться в каких-то вещах. Не бойтесь, признайте себе, признайтесь партнеру и идите вперед дальше. Да, ребят, следующее мощное событие ноября у нас полнолуние. Полнолуние 15 ноября будет в Тельце. И можно было сказать, это такое продуктивное, планомерное, спокойное полнолуние. Но у нас в это полнолуние Луна будет в соединении с Ураном. Да, мои дорогие, поэтому здесь скажу, что эта осень достаточно мощная, сильная, активная. И здесь, конечно же, у нас еще к этому полнолунию будет складываться такой аспект Венеры в квадрате с Нептуном. Аспект, который как раз-таки я и говорила близнецам третьей декады. Не уходите в иллюзии в отношении, не стройте романы на стороне, потому что потом будет и чувство вины, и желание спасти отношения, и вернуться обратно. Не факт, что получится. Сразу вам так говорю, потому что следом после этого периода у нас идет как раз-таки вот полнолуние, которое можно сказать, что оно в Тельце, да, но оно в Тельце на самом-то деле, но Луна в соединении с Ураном. И это история того, когда мы хотим разорвать все связи, выйти из отношений, мы хотим свободу, потому что нам надоело. Не потому что есть какие-то другие объективные причины, а просто потому что надоело, хочется свободы. Но получив эту свободу, скажу так, что когда Уран закончит свое ретроградное движение, это будет конец января 2025 года, придет ощущение того, что как-то вот зря мне захотелось попылить осенью 24-го, да, поэтому здесь делайте выводы, взвешивайте свои решения, вы сами знаете, что вы хотите, какой вы человек, какие ваши эмоции на настоящий момент времени, потому что, ребят, на планете 700-800 миллионов близнецов, все живут в разных местах, все родились в разное время, все находятся в разном возрасте. Естественно, я надеюсь, вы понимаете, что это общий гороскоп, и то он разбит по декадам, чтобы максимально каждому осветить моменты, которые могут быть напряжены, и они действительно разные, да. Поэтому здесь у кого-то может быть еще больше эмоций и событий, а у кого-то может быть еще меньше, да. Все зависит от того, с каким багажом вы пришли вот в настоящий момент времени, да. Поэтому здесь скажу, что не пылите в отношениях, потому что на этот момент еще у нас тут очень, скажу, что можно потерять всю коммуникацию, общение, умение договариваться, потому что у нас следом после этого полнолуния, ребят, с 26 ноября по 15 декабря у нас снова, привет и здрасте, ретроградный Меркурий. Поэтому да, было бы классно, если бы всю эту бурю эмоций с середины ноября, которая будет влиять на близнецов, как и первой, как и второй, как и третьей декады, да, то есть как у нас начался новый лунный цикл с 1 ноября, вот так у нас вот эта вот энергия, вот так вот она и продлится, да, то есть у каждых близнецов на своей энергии, но плюсом у нас еще с 26 ноября подключается ретроградный Меркурий. И скажу так, ребят, что в этот раз ретроградный Меркурий у нас будет в Стрельце. И он будет не просто в Стрельце, он еще будет в оппозиции с ретроградным Юпитером, который находится сейчас. Напоминаю на секундочку, к этому моменту, к концу ноября, как раз таки выйдет во вторую декаду близнецов. Да, ребята, и понимаете, вот здесь все внутреннее противоречие, которое было на этот момент, захочется прям выплеснуть вот наружу. Прям доказать всем и сказать, особенно вторым половинкам, что все они неправы, что мешают нам развиваться, мешают нам жить активно, мешают нам прийти к тем целям жизненным, которые нужны. Очень сильный эмоциональный период будет именно для близнецов второй декады. Этот ретроградный Меркурий с 26 ноября по 15 декабря. И скажу так, ребят,
Этот ретроградный Меркурий нужен для того, чтобы как раз-таки построить план на будущее, на свою жизнь. Потому что ретро-мерк в Стрельце – это всегда про будущее, это всегда про то, кем мы хотим стать, какой у нас план по жизни. Как говорится, если никакой цели нет, то ты никуда и не придешь, ты никуда и не попадешь, поэтому необходима в жизни цель. Очень большой такой момент, период для близнецов второй декады подумать, что вы хотите, но здесь скажу так, что Юпитер еще будет в квадратуре с Сатурном, и этот момент для близнецов второй декады очень важен именно с точки зрения финансов, с точки зрения социальной реализации. Здесь нужно научиться договариваться, здесь нужно научиться как минимум себя понимать, принимать все свои страхи, обиды, боли, переживания и большие амбиции, завышенные ожидания, возможно, которые у вас есть, накопились к этому моменту. И для вас, близнецы второй декады, вот этот период ретроградного Меркурия, он именно такой. Для близнецов, скажу, первой декады, история ретроградного Меркурия в этот раз сложится достаточно, ребят, достаточно позитивно, потому что здесь у вас и задачи будут подкидываться, какие необходимы, и Плутон уже перешел в знак зодиака Водолей, и у вас уже много эмоций, активности, действий, причем здесь у нас Плутон еще в оппозиции с Марсом, поэтому близнецы первой декады, вот здесь начинается ваше активное, мощное действие, хоть и ретроградный Меркурий, неважно, ребята, действуйте, потому что следом, забегаю вперед, скажу, что с 7 декабря 2024 у нас в ретроградное движение уходит Марс. И Марс уходит на 3 месяца почти в это ретроградное движение. Поэтому, если вы хотите что-то сделать быстро, мощно, активно, амбициозно, именно близнецы первой декады, то делайте это вот как раз-таки конец ноября и начало декабря, чтобы уже получить плоды в этом декабре или как минимум в январе. Близнецы третьей декады, как на вас сложится период этого ретроградного Меркурия, скажу, что здесь, конечно, Нептун будет очень сильно оттенять вот эту историю. Задачи, которые вам будут попадаться в этот момент, они будут сложные, именно эмоциональные, потому что здесь кармические узлы начинают доходить свои последние, я бы так сказала, градусы. По Овну, Весам, ось, и 12 января 2025 года у нас кармические узлы меняют знак, переходят в Рыбы, Девы и будут, я бы так сказала, подкидывать близнецам третьей декады уже задачки такие посложнее, задачи, связанные с коммуникацией, с будущим, с умением наводить партнерство, но при этом разрушать конфликты, да. То есть здесь момент, то, как вы можете держать вот этот самый баланс, будет для вас в этом декабре, и начнется это в период как раз-таки ретроградного Меркурия. Поэтому, ребята, понимаете, знаю, что захочется спылить, жестко ответить, поругаться, разрушить связи, контакты, отношения, но при этом от вас требуется четких, активных, явных, планомерных действий, но при этом попытаться не разругаться со всеми. То есть идти к своей цели четко, планомерно, но при этом с мягким характером, с добрым сердцем. Ну и, конечно же, не жалеть всех, не жалеть себя, потому что с таким Нептуном ретроградным будет сложно это сделать именно в период ретроградного Меркурия, потому что Нептун выходит из ретроградного движения у нас аж по вторая неделя декабря, и получается, что накладывается этот период, и для вас период этого ретромерка будет достаточно сложен, именно как раз-таки близнецы третьей декады. Да, ребят, у нас 1 декабря, забегаю, как говорится, уже дальше, у нас новолуние в Стрельце, как пройдет этот последний лунный цикл уходящего 2024 года, как он сложится. Он сложится активно, дерзко, эмоционально, амбициозно для
близнецов первой декады, еще раз скажу, что, ребят, здесь необходимо план, цель на будущее. Нужно разобраться, что вы в своей жизни вообще хотели реализовать, что вы уже сделали, что нет, почему не идете в развитие. Очень сильно нужен большой сильный план, и здесь Плутон уже не даст вам времени сидеть. Да? Близнецы второй декады, это новолуние будет в том числе для вас, я бы так сказала, как немножко выбивать из колеи с точки зрения эмоционально. Люди будут вам задавать такие вопросики, словно Вселенная будет с вами разговаривать, можно это так сказать, но нам всегда посылают именно тех людей, те события именно в тот момент времени, когда они нам нужны. У вас будет такое состояние, что все вокруг вам говорят, что вам делать, но вы не понимаете, что вам делать. И здесь нужно просто сесть и понять, почему вы не идете в развитие. Это близнецы второй декады. Ребят, идите в развитие. Юпитер в ретроградном движении до конца января, начала февраля 2025 года идет как раз-таки по второй декаде близнецов. Поэтому здесь весь оптимизм, радушие, продвижение и активность в работе, в социальной реализации будут с вами. Но начало декабря вы встретите в таком эмоционально-претензионном состоянии, как будто почему все знают лучше, что мне делать. Да просто потому, что они вам посланы для того, чтобы вы об этом задумались. Вы об этом не думаете, вот сядьте и подумайте. Для того, чтобы составить план как минимум на будущий год. Ну и близнецы третьей декады, ребят, не уходите в депрессивное состояние, не вот погружайтесь сложно вот в эти кармические задачи и вопросики, потому что это только где-то в социальных сетях я проработала вопросики кармы, все у меня там замечательно, все это прекрасно, я проснулась и все поняла. Так не бывает. Кармические задачи, они от того и сложные, что мы пытаемся вот этот баланс прошлого и будущего как-то решить сейчас. И это вообще непросто. Поэтому я понимаю, что здесь будут сбои в коммуникации, здесь будут ссоры, здесь будет ругань, внутренняя несостыковка, немножко депрессивное состояние, что не хочется идти вперед. Когда я знаю, что надо делать, но я не делаю, постарайтесь максимально спокойно отнестись к этому периоду, хотя он будет неспокойный, потому что такая квадратура Нептуна всегда дает эмоции, и эмоции большие. Постарайтесь миролюбиво, я бы так сказала, подойти к этому периоду, и тогда он пройдет комфортнее. Но декабрь для вас будет, я бы так сказала, достаточно эмоциональным. Идем дальше, ребят. 7 декабря у нас разворачивается в ретроградное движение Марс до конца февраля 2025 года. Еще в декабре он будет во Льве. И уже в первую неделю января 2025 года он перейдет в ретроградном движении в Рака. Что сейчас мы имеем на момент его ретроградности? Начало ретроградности. Марс во Льве в оппозиции с Венерой в соединении с Плутоном. То есть этот момент очень сильно важен для близнецов первой декады. 100% это про финансы, про любовь, про отношения. Идут ваши отношения в рост или вы вообще в них тонете, сливаете вы все в отношения, на какие-то эмоции, переживания, страхи, фобии, с чем не разобрались раньше, либо же вы в этом разбираетесь и начинаете на этих эмоциях зарабатывать большие деньги, потому что, еще раз говорю, что Марс, Плутон – это основной аспект этой осенью, и он перекладывается на зиму 2025 года. И чем больше вы энергии вложите на этих аспектов, чем больше вы начнете вот события, я бы так сказала, форсировать, ускоряться, не бояться, тем больше выхлопа вы получите. Это близнецы первой декады. Близнецы второй декады. На момент ретроградного Марса у вас абсолютная история. Если вам покажется, что я повторюсь, ну, период вот такой, который пролонгирован в том числе, да, поэтому здесь Юпитер в оппозиции с Солнцем, в соединении с ретроградным Меркурием. Здесь коммуникация, здесь планы на будущее, здесь возможно обучение для того, чтобы вам подняться выше по своей карьерной лестнице, да. Здесь смыслы по жизни, здесь то, куда вы раньше не шли, и хороший, очень хороший момент для того, чтобы разобраться в своих страхах и этот момент пройти.
Близнецы третьей декады, скажу, что здесь, ребята, не все так плохо на самом-то деле. Необходимо просто понять, что заканчивается один из сложных эмоциональных периодов. Он закончится буквально еще неделька, и уже вторая половина декабря будет не настолько эмоциональной, но вот сам разворот Нептуна — это всегда момент, когда у нас словно остановились эмоции. Когда мы в таком ступоре, мы понимаем, что мы настолько устали эмоционально, да, что хочется просто ничего не делать. Вот если вы можете себе позволить побыть в таком состоянии обдумывания, анализирования своей жизни, позвольте себе в таком состоянии остаться. Момент того, что начинает меняться скоро ось кармических узлов, конечно же, такой достаточно эмоциональный период, но все-таки с остановкой Нептуна у вас, главное, чтобы здесь не появились иллюзии, да, для того, чтобы не впасть в какие-то страдальческие истории, в алкоголь и тому подобное, да, то есть там какие-нибудь зависимые отношения, чтобы куда-то вот уйти с головой. Постарайтесь максимально трезво смотреть на свою жизнь, понимать, что этот момент временный, он тоже пройдет. И здесь от того, как вы пройдете этот декабрь, эту остановку Нептуна, так и начнет складываться ваш 2025 год. Ребят, повторюсь, в конце видео прикреплю гороскоп на 2025 для близнецов, точно так же он подекадный, поэтому смотрите, если есть вопросы, спрашивайте, задавайте их в комментариях. Да, ребят, и следующий активный и мощный момент на небе, это у нас 15 декабря, это полнолуние в Близнецах и Луна в соединении с Юпитером. Это полнолуние. Я скажу так, что вы мне скажете, особенно Близнецы второй декады, скажут: Жень, я устал, я ухожу, все, мне вот это вот все надоело, сколько уже можно, потому что здесь все-таки в точном у нас аспекте, в квадратуре Сатурн и ретроградный Юпитер. И это всегда эмоции и состояния максималистские такие, когда сегодня я Наполеон, я хочу вот туда, я хочу вот это, мне нужно вот это вот все. На следующий день вы просыпаетесь и говорите: так, все, я устала, я ухожу, это жизнь тлен, это вообще что такое? То есть это такие эмоциональные качели, максимально они проявятся 15 декабря. Ребят, вот ну не просто так, понимаете, не просто так вот такие события на небе, потому что для близнецов 2025 год это будет очень активный, интересный год. И, естественно, мы все всегда подводим итоги, еще находясь в 24-м, в последних его месяцах. Здесь, конечно же, для близнецов второй декады этот итог будет больше финансовый, больше связанный с реализацией, что я сделал, чего я достиг, куда я пришел, что вот сейчас есть в моей жизни. Для близнецов первой декады я скажу, что, ребята, если вы еще не начали действовать активно, продуктивно, мощно в финансах, в заработке, для того, чтобы реализовать свои такие пробивные качества, ну, пора, ребята. Вот тут уже Плутон, и здесь история с Плутоном-то она какая? Когда мы не используем его силу, вот все вот эти классные моменты, классные аспекты, они просто сливаются в какие-то выяснения отношений. И здесь у близнецов будет как раз-таки смена круга общения, потому что Плутон-то уже в Водолее и влияет на близнецов, а на близнецов первой декады это очень важная тема окружения. И здесь, пожалуй, ребят, нужно таки понимать, что если энергия не расходуется туда, где она должна быть расходована, она начинает потихоньку вытеснять другие сферы жизни, которые мешают расходовать ее в этом направлении. То есть если вы не идете в максимальное проявление своего близнецовского солнца, тогда начинают забирать немножко другие сферы жизни, они начинают работать не так, и кажется, что происходит. И у близнецов будет меняться, у близнецов первой декады будет меняться как раз-таки окружение. Близнецы третьей декады, скажу, что в это полнолуние будет, конечно же, уже развернулся Нептун, и эмоции уже будут обновлены. Здесь будет момент того, что хочется, конечно же, хочется как-то нам вот немножечко по-другому, не так ярко, но
Скажу так, что для близнецов третьей декады здесь на момент полнолуния 15 декабря Нептун будет в квадратурах к Солнцу, Луне, который как раз находится в третьей декаде близнецов, делают аспект, и здесь такое эмоциональное состояние, как будто весь этот сложный период, он вот так закончился. На самом деле, ребят, еще будет Нептун несколько раз погружать в течение 2025 года вас в это состояние, потому что он в конце марта 25 перейдет в Овна, и уже близнецам третьей декады будет полегче, и это ощущение того, что захочется как-то вот расслабиться, отдохнуть, но все-таки осенью 2025 года эти эмоции снова повторятся, поэтому постарайтесь максимально завершить из неприятных дел, из эмоциональных дел, из своих страхов, фобий, переживаний, все то, что не дает вам двигаться вперед, страхи, волнения, да, в личной жизни. Особенно посмотрите, где у вас Нептун находится в натальной карте. В конце видео, кстати, прикреплю, если вы знаете, в каком месте у натальной карты находится Нептун, то очень хорошо, кстати, понимать, какие моменты в вашей жизни будут всплывать в эти эмоциональные периоды, для того, чтобы максимально понимать, что эти проблемы или задачи случаются с нами не потому, что мы люди плохие, а потому что мы засиделись на одном месте, мы созданы для другого, мы понимаем, что нам нужно делать что-то другое, но мы туда не идем. Почему? Потому что страшно, боимся осуждения, у нас в семье до нас никто так никогда не делал, у нас какие-то свои внутренние страхи, переживания, и все это имеет место быть. Да, но если вы четко понимаете, что вам нужно идти вот туда, куда вас зовет свое сердце, а сердце вас будет звать только если вы будете жить по своему знаку зодиака, максимально отсвечивать свой знак зодиака Близнецы. Это я сейчас обращаюсь, Близнецы, ко всем декадам. Конечно, у меня будет еще гороскоп и зимний, и на декабрь, для того, чтобы максимально четко спланировать это время. Да, но сейчас говорю про всех Близнецов, для того, чтобы пройти сложную осень 2024 года, она на самом деле, ребят, сложная. Она не просто так осень силы, и очень много эмоций будет здесь. И нужно это преодолеть, эмоции эти преодолеть, потому что если вы смотрели мои гороскопы в 22-м, в 23-м году, в других социальных сетях, вы прекрасно понимаете и помните, что я говорила, что 22-й, 23-й и даже 24-й года – это года такие раскачки. Максимально активны будут 25-й, 26-й, там немножечко отдохнем, и опять у нас начнутся активные, мощные качели в мировом глобальном плане изменений. И нам необходимо вот в такую осень научиться эмоционально справляться с событиями, которые нам не очень нравятся. На самом-то деле мы любим все стабильность, даже Близнецы, даже огненные знаки зодиака, мы все любим стабильно жить. Особенно, когда мы себе эту стабильность устроили и предоставили. Да? Поэтому здесь, ребята, просто научиться варьировать в этих событиях этой осенью было бы очень даже хорошо. Ребят, вот такой гороскоп на осень 24-го. Не относитесь к нему негативно с точки зрения опять все плохо. Нет. Как правило, так бывает, когда мы сидим на одном месте. Развивайтесь, идите вперед. Все-таки Близнецы – это тот знак зодиака, который постоянно развивается, идет вперед, что-то новое придумывает, связывает людей, чему-то обучается, как-то проявляется, креативно что-то, коллективную энергию собирает, что-то здесь придумывает, разговаривает, коммуницирует, связывает людей всех вместе, обучается. Близнецы – это интеллектуальный знак зодиака, поэтому, ребят, скажу, что для вас еще и ретроградный Меркурий в эту осень в Стрельце на таких неоднозначных аспектах не просто так. Поэтому используйте эти моменты для того, чтобы подняться. Это я говорю сейчас Близнецам всех декад. Ребят, спасибо, что были здесь, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если у вас остались вопросы, оставляйте их в комментариях под этим видео. При этом оставляйте свою дату, время, место рождения и ваш вопрос, потому что общий гороскоп я рассказала, а вопросы я буду отвечать ваши именно как раз-таки по вашим натальным картам. Ну что, ребят, в конце видео по классике актуальные ролики. Если вы их еще не смотрели, посмотрите, примите верное решение, спланируйте свое время. Но я желаю вам прекрасной, мощной и сильной осени. И увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.